Глава 1041. Формация 9 реальностей подавления демона. Серебряная луна стояла неподвижно, но ее лицо побледнело. Мельком взглянув на Лунмен, ее губы изогнулись в усмешке. «Ты — это я, а я — ты. Если ты расскажешь об этом другим, тебе лучше от этого не станет». И этот человек, возможно, женился на Лин Лун, но больше всего он любил меня. Ты уже забыла, кто помог мне подавить тебя и заставил заснуть вечным сном в нашем теле. Услышав это, с лица Лунмен исчезла улыбка, а в глазах появился еще более зловещий взгляд. Она холодно усмехнулась и прижала ладонь к формации заклинаний. Огромный взрыв сотряс воздух. Белая транспортная формация, что привела в это место культиваторов, рухнула на землю. От нее осталась только дыра глубиной в 3 метра. Добравшиеся до телепортации, серебрянокрылый ночной демон и львиный ястреб были потрясены и остановились. Лунмен холодно взглянул на них: «Вы куда-то торопитесь. Ты выглядишь точно так же, как ученый Кун Сюань, но твое тело поглощено трупной ци. И твоя форма изменилась, но ты должен быть львиным ястребом, которого вырастил Кун Сюань. Если я правильно помню, Кун Сюань должен был умереть задолго до того, как меня запечатали. Похоже, тело, которое он оставил, потеряло сознание и стало культивировать до тех пор, пока не превратилось в серебрянокрылого ночного демона». Выражение лица ночного демона дрогнуло, и он слегка усмехнулся, не ожидал, что фея Лин Лун с такой легкостью узнает нас. «В прошлом я видел тебя несколько раз. Не говори я. Это был не ты, а твое предыдущее воплощение. Как бы там ни было, я должна поздравить львиного ястреба. Изначально он был демоническим зверем всего 7-го ранга, а теперь он смог подняться до 10-го. Если ему удастся вернуться в мир духов, у него будет какое-то влияние». Затем ночной демон пришел в себя и сказал: «Неважно, как говорить, я помню твою потрясающую красоту. Почему ты уничтожил транспортную формацию? Грубо так быстро уходить, когда вы только пришли. Возможно, мне понадобится ваша сила». Выражение ночного демона стало мрачным. Хотя он не хотел оставаться здесь из-за разрушенной формации, у него не было другого выхода. Он просто отвернулся и некоторое время молчал. Лунмен, больше не обращая внимания на 2 демонов, перевела взгляд на великого бессмертного Сюэ и остальных старейшин клана Е. Усмехнувшись, она сказала: «Хорошо, очень хорошо». Не ожидала, что здесь будет столько высокоранговых культиваторов. Затем великий старейшина клана Е вышел вперед и сказал уважительным тоном: «Несмотря ни на что, поскольку вы обладаете телом господина Даосиста Хуа, старший должен быть выдающимся персонажем в мире духов. Наш клан Я открыл печать горы Куню, чтобы заполучить божественное духовное сокровище. Если старший согласится передать нам Кипригель 8 духов, наш клан Я обязательно поможет вам в вашем побеге». Любопытно? Я собирался сделать такое же предложение первым. Великий бессмертный Сюй фальшиво усмехнулся. Они оба были хитры. Видя, что Лунмен была противником, с которым они не смогут сражаться, они намеревались обмануть ее. Лунмен моргнула и сказала равнодушным тоном: «Кипригель 8 духов. Если у вас хватил сил, просто возьмите его. Я не собираюсь вас останавливать». Эти слова удивили их обоих, и они невольно переглянулись между собой с глазами, полными изумления. «Что вы, кажется, немного напуганы», — усмехнулась Лунмен. Они оба молчали, не осмеливаясь предпринимать необдуманные действия. Леди Му, сидевшая в стороне, насторожилась с появлением Лунмен. Легким движением руки она взяла сумку для хранения в руку. Ее действия были осторожны, боясь, что сущность обнаружит ее. Вдалеке эксцентрик с большой головой внезапно закричал: «Если старший не хочет сокровища, почему вы заблокировали меня, когда я попытался забрать его?» Лунмен взглянула на раненого человека и сказала: «Другие могут забрать сокровища, а ты нет». «Почему?» Эксцентрик посмотрел на свою культю вместо руки с обиженным выражением на лице. «ПФФ, разве это не очевидно? Потому что ты недавно встречался с воплощением демонического предка Юанча. Я ничего об этом не знаю». Эксцентрик категорически отрицал, но его сердце дрожало. «Хотя ты был с ней недолго, это загрязнило твое тело редкой дьявольской ци. Мне достаточно одного взгляда, чтобы увидеть это. Даже если ты не признаешься, когда ты увидел, что моя душевный сосуд был уязвим, у тебя были злые намерения. Если бы я быстро не овладела этим телом, боюсь, я бы попала в твои руки. Разве ты не собирался использовать на мне талисман уничтожения души?» Великий старейшина клана Е был ошеломлен, услышав это, но вскоре поспешно послал несколько голосовых сообщений эксцентрику. Тем не менее, получатель молчал, словно ничего не слышал. Выражение лица великого старейшины стало мрачным.
Затем Хань Ли спросил, кто этот демонический предок Юаньча. Это высший демон. Лун Мэн изменилась в лице, услышав это, но вскоре она подняла голову и холодно хихикнула. Хань Ли нахмурился. По правде говоря, он чувствовал, что если высший демон с небесного южного региона появился в горе Куню, более чем вероятно, что он имел какое-то отношение к этому демоническому предку Юаньча. Пока он размышлял об этом, вокруг воцарилась тишина. Вскоре тихий голос произнес: «Вы все, пожалуйста, не обманывайтесь. Эта женщина не какой-то демон из более высокого царства. Она явно является воплощением священного предка высшего демона. Если вы заберете Кипригель 8 духов, высший демон будет освобожден, что навлечет великое бедствие в мире смертных». Это говорила леди Му из секты бессмертной формы. Она держала в руке большую нефритовую печать размером в несколько дюймов. Ее поверхность мерцала лучами света, создавая иллюзию настоящего дракона. При виде этого Лун Мэн скривилась от ярости, словно она увидела что-то, что ненавидела всей душой. Талисман призыва дракона. Изменившись в лице, она тут же протянула руку леди Му. С треском огромная сила прорвалась в воздух и попыталась раздавить леди Му. Леди Му поспешно подняла печать. Внезапно раздался рев дракона, и 10 призраков дракона внезапно вылетели с талисмана, чтобы заблокировать атаку невидимой силы. Огромный гул сотряс воздух, и все вокруг осветило белым светом. Леди Му и ее младшая боевая сестра воспользовались этой возможностью, выпустив серебряную и золотую полосу света, мгновенно сформировав колесницу солнечной луны. Лун Мэн напряженно нахмурилась при виде этого и выплеснула на них серебряный луч света. В следующее мгновение произошло нечто неожиданное. Из формации появился призрак странного чешуйчатого огромного оленя и впитал луч света в его живот. После этого он исчез без следа. Восьмирогий олень. В своей тревоге она быстро посмотрела на Кипригель 8 духов. Оставаясь в воздухе, он начал трястись в неизвестное время. Каждое его движение испускало семицветный световой шар, и вокруг Кипригеля начали формироваться призраки 8 духовных зверей, словно он вот-вот активируется. При виде этого выражения Лун Мэн стала мрачным. Все ее тело вспыхнуло серебряным светом, и она метнулась во дворец, не говоря ни слова. Кипригель 8 духов внезапно выпустили пронзительный гул, сопровождаемый ярким светом, вспыхивающим от формации заклинаний. Земля сотряслась, и по ней поползла паутина из 9 трещин, раскрывая еще 9 алтарей. Эти алтари были в несколько раз больше, чем те, которые изначально окружали дворец, и на каждом из них висел мерцающий золотой клинок. Однако эти клинки были намного больше, более 30 метров в длину, словно они сами были опорами. Когда великий старейшина клана Е при виде этого закричал: «Формация 9 реальностей подавления демона». Хань Ли уже предчувствовал, что дела пойдут к худшему, и схватил серебряную луну за руку, чтобы оттянуть ее назад, но когда он услышал слова великого старейшины клана Е, он вдруг что-то вспомнил. Казалось, что он раньше уже где-то слышал это название, но сейчас было не время думать об этом. Черный свет мерцал в воздухе, и бесчисленные нити черной дьявольской ци начали появляться из земли, словно злобные питоны. С чередой воющих хрипов из черной ци вышел четырехрукий и двуглавый демон и поднялся в воздух. Затем 9 огромных золотых клинков вспыхнули, и их края выпустили плотный поток света, оставив позади золотой туман, который, казалось, наполнял сам воздух и яростно подавлял демона. Дикий смех демона внезапно прекратился, и он немедленно отступил в ужасе. Но внезапно лучи света вспыхнули и странным образом деформировались над головой демона, следуя за ним и яростно атаковав его. Золотой свет и дьявольская ци встретились друг с другом в яростном сопротивлении. Внезапно перед демоном появилась странная фигура, которая одним пальцем заблокировала все световые клинки. Глава 1042. Второе появление демона. С оглушительным лязгом клинки золотого света отбросила по щелчку пальцы великолепной женщины в черном. Увидев ее лицо, серебряная луна дрогнула и побледнела. Внимание Хань Ли первым делом привлек двуглавый четырехрукий демон. Облачные бамбуковые мечи внутри его тела застонали, почувствовав 2 недостающих летающих меча. Очевидно, что это был высший демон из долины падения демонов. Затем он посмотрел на великолепную женщину перед ним и не почувствовал ни капли магической силы от ее тела, что показывало, что ее уровень культивации был за пределами этого мира. Хань Ли почувствовал, как у него застыла кровь в жилах. Его тело несколько раз размылось, и он переместился вместе с серебряной луной на другой край формации 9 реальностей подавления демона, а затем выпустил ее. Гуйлин молча последовала за ним, невольно взглянув на его духовного зверя.
Серебряная луна посмотрела на Ханьли с противоречивым выражением лица и тихо пробормотал: «Большое спасибо, мастер». «Будь осторожна», Ханьли нахмурился, зная, что ее личность отнюдь непроста. Она кивнула и повернулась посмотреть на великолепную женщину с грустным выражением лица. Великий бессмертный Сюй и старейшины клана Е также сбежали на край формации. Хотя они были настороже друг с другом, они по большей части были сбиты с толку тем, что происходило с землей. Что происходит? Из их тел сочится мощная демоническая ци. Раздался удивленный голос из колесницы солнечной луны. Вскоре тело леди Му размылось, и она появилась над сокровищем, держа в руке талисман призыва дракона. Однако призрак дракона отреагировал гораздо сильнее на появившихся, по сравнению с тем, когда она столкнулась с Лун Мэн. Даже если бы леди Му не активировала сокровище, призрак бы сам активировался. Учитывая сложившуюся ситуацию, великий бессмертный Сюй холодно взглянул на леди Му. В любом случае конфликт перешел на другой уровень, когда появлялись демоны, каждый из которых был ужаснее предыдущего. Он уже решил бежать. С этой мыслью его губы начали двигаться, отправляя голосовые сообщения святой бесконечного неба, Лин Импин. Она нахмурилась и кивнула, и великий бессмертный Сюй начал беспорядочно парить в воздухе, осматриваясь по сторонам. Кроме того, старейшины клана Е тоже были встревожены появлением новых демонов и оставили свои намерения приобрести сокровище. Великий старейшина осмысленно взглянул на двух других членов клана, и они сделали жест заклинания. Затем их тела размылись, и все они незаметно ускользнули. Серебрянокрылый ночной демон, увидев лицо женщины, был ошеломлен. Если бы не плотная демоническая ци, сочившаяся из ее тела, она выглядела в точности как оригинальная фея Лин Лун. Однако сама серебряная луна находилась рядом с Ханьли, а вторая половина ее души овладела телом Хуатиньцы. Это было просто тело человека, которой она была раньше. Ночной демон испугался, и его глаза стали метаться по сторонам, отчаянно пытаясь придумать, как сбежать отсюда. Леди Му, взглянув на талисман призыва дракона в своей руке, изменилась в лице. Коснувшись ногой колесницы, она рассеялась и исчезла в нем, спустившись на землю. Идиоты! На земле и в воздухе установлены ограничительные заклинания, которые оставили здесь древние культиваторы. «Нет смысла прятаться», — усмехнулась Гуйлин, презрительно глядя на них. «Возможно, это не так. Эти двое многое знают об этой горе. Кажется, у них есть способ преодолеть его ограничения», — сказал Ханьли с мерцающим взглядом. Затем он вспомнил формацию 9 реальностей подавления демона, о которой говорилось в свитке, что он читал в прошлом. Несмотря на то, что он не вдавался в подробности, там говорилось, что эта формация является самой мощной формацией защиты от демонов в мире смертных. В древней войне против демонов человеческие культиваторы сумели использовать ее с большим эффектом. Подумав об этом, он поспешно переключил свое внимание на небо. С момента появления великолепной женщины 9 огромных клинков выпускали бесчисленные полосы света, создавая в воздухе мощный шторм. Однако женщина смогла отмахнуться от них, едва пошевелив пальцем. Но, присмотревшись, Ханьли увидел кое-что. Женщина на самом деле боялась формации заклинаний и задерживалась на ее краю. Кроме того, она безразлично смотрела на культиваторов и демонов. Только Кипригель 8 духов возле дворца привлекал ее внимание. С тех пор, как появился второй демон, он начал безостановочно гудеть и мерцать. Затем женщина в черной одежде пробормотала несколько неразборчивых слов высшему демону рядом с ней. Серебряная луна — это женщина, воплощение демонического предка Юаньча. Восстановив значительную часть своих воспоминаний, она коротко объяснила, без сомнения. Этот человек принял форму от фрагмента души демонического предка. Она была одной из 3 командиров вторжения высших демонов в мир смертных. В то время она убила бесчисленное количество людей. Фрагмент души демонического предка. Я слышал, как этот человек сказал, что твоя душа была изгнана из твоего тела. Неужели она использует твое тело, чтобы, слегка улыбнувшись, серебряная луна сказала, хотя я не помню, как она овладела им, и как я превратилась в артефактный дух, нет сомнений, что это мое первоначальное тело. Ханьли посмотрел на женщину в черном и сказал, думаешь, ты сможешь вернуть свое тело? В конце концов, ты настоящий владелец. Мастер, не забывайте, что я уже использовал технику пожирания души. Она так долго владеет этим телом, как смогу вернуть его себе. Это не то, чего я бы смогу достичь в мире смертных. Я должна сначала вернуться в мир духов. Кроме того, мое духовное чутье повреждено, и мой уровень культивации упал до самой низкой стадии, и я забыла большинство своих способностей. Как я могу драться с этим демоном, кроме... Серебряная луна замолчала. Кроме чего?
Хань Ли внимательно следил за ней. Серебряная луна вздохнула. Кроме того, как объединить усилия с Лун Мэн? Как вы хорошо знаете, я не могу на это пойти. Скорее всего, она запечатает меня после того, как изгонит демона из нашего тела и возьмет под контроль. Услышав это, Хань Ли замолчал. В этот момент четырехрукий, двуглавый высший демон крикнул эксцентрику с большой головой: «Брат Е, в чем дело? Раз ты не убил душу волка, ты можешь забрать кипригель 8 духов, и священный предок наполнит твое тело дьявольской ци. Поскольку твое искусство культивации не дьявольское, божественное духовное сокровище без хозяина не должно причинять тебе вреда». Все были шокированы, услышав это, и повернулись посмотреть на кипригель, паривший над дворцом. У эксцентрика было противоречивое выражение, но, подумав, он стиснул зубы и выстрелил в сторону кипригеля в виде полоски желтого света. В результате, как только эксцентрик прибыл к сокровищу, кипригель никак на него не среагировал. Он обрадовался при виде этого и попытался понять. «Ты действительно очень смелый». Из зала послышалось холодное фырканье. Услышав это, эксцентрик выстрелил в сторону с выражением шока на лице. Затем огромная сила разорвала воздух там, где он первоначально стоял, уничтожив верхнюю часть дворца. Выражение лица огромного эксцентрика стало уродливым. Раздался голос Лун Мэн: «Старый демон, тебе не нужно использовать этих младших, чтобы обхитрить меня. Пока я охраняю кипригель, никто не сможет забрать сокровища без моего разрешения. Однако я не ожидала, что ты сможешь освободиться от флагов Черного ветра. Теперь сокровище, которое изначально подавляло меня, превратилось в оружие против тебя». Женщина в черном улыбнулась и ответила: «Вот как. К сожалению, у меня нет времени играть с тобой. Думаешь, хлипкая пространственная стена может заблокировать таких, как я?» После этого женщина внезапно выстрелила на расстояние более 30 метров и на мгновение запуталась в золотых световых лучах, а затем подняла руку в воздух. Туман черной дьявольской ци в воздухе внезапно начал принимать странную форму. Вскоре туман исчез, и вместо него появился глянцевый черный флаг. Флаг сделал круг в воздухе один раз и опустился в руку женщины в черной одежде. Флаг Черного ветра. Невозможно, ты же не культивировала искусство запечатления сокровищ. Как ты можешь контролировать его? Закричала Лун Мэн. Не забывай, что я воплощение священного предка. Даже если это божественное духовное сокровище, я могу временно командовать им, если добавлю в него свою дьявольскую ци. Женщина в черном сладко улыбнулась, а затем взмахнула флагом. Раздался приглушенный взрыв, и весь воздух дрожал. Хань Ли и другие внезапно почувствовали, что пространство вокруг напряглось и словно стало твердым. Глава 1043. Флаг Черного ветра. Хань Ли почувствовал, как у него перехватило дыхание. Эта битва теперь вышла за рамки культиваторов зарождающейся души. Это было не то, чему они могли помешать. Пока его разум был занят планированием, из глаз Гуйлин вспыхнул странный блеск. Немного поколебалась, она в конце концов зарылась в землю в виде полоски желтого цвета. Вскоре после этого Хань Ли начал беспорядочно парить в воздухе, но вскоре кое-что привлекло его внимание. В пространстве позади двух демонов была целая черная транспортная формация, окутанная флагами. Неужели Хань Ли немедленно вспомнил о другой транспортной формации из предыдущей комнаты? Обнаружив целую транспортную формацию, он встретился взглядом с великим бессмертным Сюем, и они оба отвернулись. Оба они подумали об одном и том же. Женщина в черном с флагом Черного ветра в руке не стояла без дела во время всего этого. Она взмахнула флагом у дворца в центре формации. Четырехрукий высший демон, стоявший за ее спиной, достал 4 собственных сокровища. Эти два действия демона разгневали формацию 9 реальностей подавления демонов, которая тут же стала наполнять воздух огромным количеством золотого света. Женщина ухмыльнулась и схватила флаг обеими руками. Флаг сверкнул черным светом, из него появился чернильный барьер, который тут же покрыл обоих демонов. Когда мощь золотого света коснулась поверхности черного барьера, она исчезла из виду, ничуть не повредив его, словно черный барьер ее просто поглотил. Внутри барьера женщина в черном двинулась вперед и оказалась на границе формации 9 реальностей подавления демона. 9 огромных клинков разом дрогнули, наполнив воздух таинственными талисманными символами. Огромные клинки мгновенно уменьшились в размере до нескольких футов. Затем они сверкнули ослепительным светом, наполнив воздух чем-то наподобие сверкающего гигантского солнца. Великолепная женщина сохраняла спокойное выражение лица. Затем черный световой барьер увеличился в несколько раз по толщине, и поверхность стала намного более гладкой. Вскоре 9 золотых клинков начали вращаться в воздухе, спускаясь вниз.
Сверкнув ярким светом, 9 тонких нитей меча пронзили воздух и полностью исчезли. Внезапно на поверхности черного барьера демонов появились золотые световые круги. Золотой свет великолепно полностью окутывал черный барьер, не давая ему возможности двигаться. Но самое удивительное было то, что все происходило в полной тишине. Хань Ли воспользовался этим хаосом, чтобы проследить за остальными. Видя, что все были сосредоточены на происходящем, на его лице на мгновение появилось странное выражение, и он тайком сунул сумку в рукав. Сложив руки за спиной, из его рукавов посыпались зернышки золотистого света, которые тут же погрузились в землю. Хань Ли мгновенно выпустил несколько тысяч своих золотых прожорливых жуков, чтобы подготовить. Видя, что его действия никто не обнаружил, он почувствовал небольшое облегчение. Вернувшись на прежнее место, женщина в черном сказала равнодушным тоном: «Соединись». В центре золотого света тут же появилась черная дыра шириной в 3 метра. Как только эта аномалия появилась, свет стал стекаться в нее, как ручьи в озеро, пока от него ничего не осталось. Затем черная дыра дрогнула, снова открывая 2 дьяволов. Женщина держала флаг черного ветра одной рукой. Когда она увидела, как золотые клинки снова вспыхнули вдалеке для новой атаки, она заговорила, взглянув в направлении дворца. «Госпожа Лун Мэн, глупо думать, что формация 9 реальностей подавления демона истощит мою духовную ци. Ты должна знать, что флаг черного ветра — это редкое божественное духовное сокровище пространственного типа. Независимо от того, насколько серьезными могут быть атаки, если они не способны прорваться сквозь пространство, ты меня и пальцем не коснешься. Тебе лучше поступить по-умному и сдаться. Если я начну свою атаку, тебе конец». Из дворца раздался сладкий смех Лун Мэн. «И что ты будешь делать? Может быть, ты изменила свое мнение и хотела бы, чтобы мы стали одним целым?» «Верно. По правде говоря, я хочу слить наши души». Лун Мэн усмехнулась. «Ха, ты демон, ты думаешь, я поверю тебе как наивный ребенок?» «Конечно, все будет не так, как раньше», — равнодушно сказала женщина в черном. «Сначала я наложу на тебя несколько ограничений, гарантирующих, что я буду главной душой». Затем она мягко взмахнула флагом, без усилий создав огромную черную дыра, которая снова пожрала все атаки. Однако она была вынуждена на время остановить свое продвижение, чтобы предотвратить дальнейшие ограничения от активации золотых сабель. Размечталась. Как я могу согласиться на такую глупость? Ты думаешь, я выйду, чтобы ты стала главной душой после того, как ты уже овладел моим телом? Что ты замышляешь? Скажи. Холодным голосом закричала Лун Мэн. Женщина в черном спокойно объяснила: поскольку мы несколько раз сливали наши души, ты должна знать правду. Независимо от того, буду ли я хозяином этого тела, я не смогу проявить свою великую силу. Только когда наши души соединены, мы сможем справиться с культиваторами стадии божественной трансформации. Если ты останешься внутри, ты снова будешь запечатана культиваторами мира. Тебе лучше быть со мной». Лун Мэн сделала паузу, а затем рассмеялась. Ха-ха-ха, не ожидала, что великий командующий вторжением высших демонов испугается нескольких пустяковых культиваторов стадии божественной трансформации. Как смешно. Женщина в черном спокойно сказала: тогда между священным царством и царством смертных был проход, и мы могли регулярно возвращаться, чтобы восстановить нашу дьявольскую ци, что позволяло нам использовать наши великие способности бездумно, не обращая внимания. Времена изменились вместе с количеством нашей ци. Независимо от того, насколько могущественной я могу быть, сейчас я не могу сделать так много, как раньше. Я и понятия не имею, как справиться с этими грозными культиваторами стадии божественной трансформации. Ты не чувствуешь то же самое, не так ли? Не ты ли изначально была демоном поздней стадии божественной трансформации из царства духов? Можешь ли ты использовать хотя бы часть этой силы в твоем нынешнем состоянии? «Я не могу согласиться с тем, что ты хочешь быть главной душой в моем теле», решительно заявила Лун Мэн, «даже если тебе удастся избежать ловушки, что это изменит для меня? Возможно, ты сможешь некоторое время принудительно контролировать флаг черного ветра с помощью своей дьявольской ци, но на самом деле ты не можешь использовать и половину его силы. Если ты хочешь соединить свою душу с моей, я буду главой. Других вариантов быть не может». Когда женщина в черном услышала ее, злоба медленно подкралась к ее лицу. «Кажется, ты достаточно уверена в кипригеле 8 духов и формации 9 реальностей подавления демонов. Поскольку ты сама все так решила, кажется, мне придется лично поймать тебя и извлечь силу из твоей изначальной души. Не самый эффективный вариант, но я справлюсь». Сказав это, она взглянула на Хань Ли и пробормотала несколько команд высшему демону. В ответ демон кивнул головой и метнулся по периметру формации, мгновенно очутившись в черной транспортной формации. Он неподвижно парил над ней, словно охраняя ее. Культиваторы внутренне выругались при виде этого.
Их план скрытно ускользнуть рухнул. Хань Ли ожидал этого, поэтому он чувствовал себя более спокойно, чем остальные. Но, к его удивлению, серебрянокрылый ночной демон и львиный ястреб исчезли, размывшись в воздухе. Великий бессмертный Сюй и Лин Иньпин начали разговаривать с помощью передачи голоса с мрачными выражениями на лицах. Однако великий старейшина клана Е молчал и бездействовал. Хань Ли нахмурился, и его взгляд упал на лицо ученого в белой одежде, чувствуя, что что-то не так. Взглянув повнимательнее, он обнаружил, что этот человек на самом деле был иллюзией, образованной белым светом. Его сердце дрогнуло, он поспешно огляделся вокруг, но, к его облегчению, он вскоре заметил его. В то же время женщина в черном начала сопротивляться натиску нитей золотых мечей, а затем полностью развернула флаг черного ветра и подбросила его высоко в воздух. Сжав руки в жесте заклинания, она начала произносить чрезвычайно странное заклинание. Раздался громкий взрыв, за которым появился шар черного ветра. Он расширялся с невероятной скоростью и закручивался, превращаясь в огромное торнадо, напоминающее столпы с самого неба. В то же время в небе стало собираться бесчисленное количество темно-желтых облаков. Удары молнии сверкнули в облаках и обрушились на землю. Черная торнадо взревела, когда бесчисленные лопасти ветра сгустились вместе, заполняя все небо рассеянным песком и камнем. Хань Ли окутал свое тело лазурным свет, защищая себя и серебряную луну, но когда странные желтые ветры пронеслись мимо него, его защита начала трястись, как маленькая лодка в бушующем шторме. Хань Ли стиснул зубы, и его цвет лица побледнел. Под контролем женщины в черном проявилась ужасающая сила флага черного ветра. Глава 1044. Защита. Хань Ли стал свидетелем сильных ветров, которые пронизывали небо и землю, словно лезвие. Хотя это было только частью того, на что был способен флаг черного ветра, Хань Ли был совершенно ошеломлен. Все, что он мог услышать, это свистящие крики. Его зрение было окутано желтым туманом, а его духовное чутье не могло преодолеть и полфута. Между ним и ураганом был всего лишь один единственный световой барьер. Веер трех огней был создан по образцу божественного духовного сокровища, но все равно был способен проявлять 40% силы веера семи огней. Однако сила, которую демонстрировал флаг черного ветра, сильно отличалась. К счастью, благодаря его глазам духовного прозрения, он смог уловить смутное изображение своего окружения в 30 метрах вокруг него. Он не имел ни малейшего представления о том, как формация 9 реальностей подавления демона справляется с этой массовой атакой. Он мог видеть только землетрясение и чувствовать интенсивную борьбу. Подняв голову в небо, он увидел ошеломляющий хаотический ветер, который ослепил его. Барьер, защищавший его, начал гудеть еще громче, заставляя его почувствовать боль. Барьеру было необходимо больше магической силы, чтобы выстоять перед этим ураганом. Постепенно мощь флага черного ветра стала возрастать. Хань Ли глубоко вдохнул и взглянул вниз, словно думая о том, чтобы зарыться в землю. Но не успел он об этом подумать, как черный столб, шириной в фут, внезапно поднялся снизу, вращаясь с непрерывным импульсом. Хань Ли тут же был поглощен внезапным появлением этой огромной силы притяжения. В испуге он быстро сгустил магическую силу в своем теле, укрепив барьер, что с силой остановило его поглощение на некоторое время. Вскоре после этого дюжина золотых световых мечей вырвалась из барьера и обернулась вокруг недавно появившегося столба ветра, разбив его на черную ци. Однако он сразу же слился с ци воедино и мгновенно трансформировался в торнадо. Ему оставалось только угрюмо призвать серебряную луну и улететь назад. Казалось, справиться с этим столбами ветра было действительно проблематично, потому что он не был бы в безопасности, даже если бы скрылся под землей. Избежав нескольких торнадо вместе с серебряной луной, они прибыли на край области, найдя тусклый серый барьер. Как он и ожидал, здесь он мог немного передохнуть. К большому облегчению, ветры здесь были намного слабее. Однако на лице Хань Ли все еще было серьезное выражение лица, и он на мгновение посмотрел в сторону дворцового зала. В его глазах мелькнул странный свет, он сделал руками жест заклинания, и в серую стену вонзился золотой меч длиной в фут. Как только меч столкнулся в стену, раздался треск, и меч воткнулся на метр в глубину, сверкая ярким светом, однако расщелина затянулась так же быстро, как только он ее сделал. Казалось, барьер не был особо крепким, и его можно было с легкостью разрубить летающим мечом. Однако было неизвестно, насколько толстым был барьер и какова его способность к восстановлению. Если он не сможет пробиться одним ударом, он не сможет сбежать. С этой мыслью Хань Ли потянулся к сумке для хранения. Во вспышке света в его руке появился веер трех огней. Осторожно направляя в веер духовную силу, тот стал излучать ореол трехцветного света.
Он глубоко вдохнул и осторожно махнул рукой в направлении стены. Облако трехцветного пламени вырвалось из веера и бесшумно растопило стену, оставив глубокую дыру шириной в метр. Однако на лице Хань Ли все еще оставалось мрачное выражение лица. Несмотря на то, что удар остановился на глубине более 30 метров, пламя было потушено, а расщелина затянулась так же быстро, как в прошлый раз. Хотя он не использовал всю мощь веера 3 огней, толщина стены заставила его остановиться. Несмотря на силу атаки, удар был малоэффективен. Даже с более сильной способностью он сомневался, что сможет пробить стену. Полная мощь веера 3 огней, вероятно, произведет большой взрыв и привлечет внимание этих древних монстров. И если после этого он все еще не прорвется сквозь стену, он окажется в опасной ситуации. Кроме того, он подозревал, что дальше находятся и другие ограничения. Если бы он прорвался, а другие ограничения бы активировались, он мог бы сейчас умереть. Поразмыслив об этом, Хань Ли ослабил хватку веера, и выражение его лица дрогнуло. Будучи несколько ошеломленной после встречи с Лун Мэн, Серебряная Луна, наконец, взяла себя в руки и сказала: «Это место не так просто. Было бы лучше, если бы мастер не рисковал понапрасну». Хань Ли улыбнулся и собирался спросить еще что-то, как вдруг изменился в лице. Он быстро повернулся лицом к бушующему ветру и холодно сказал: «Что вы задумали, решая подкрасться? Пеняйте на себя, если я решу атаковать». С этими словами он крепче сжал веер, и он загорелся ярче. «Господин Даосист Хань, пожалуйста, подождите. Я знаю силу вашего веера, и я не хочу получить такой удар без причины». Из бушующего желтого ветра раздался мужской голос, и появились два белых силуэта: великий бессмертный Сюй и святая бесконечного неба, Лин Инпин. Хань Ли поднял бровь и не стал скрывать своего удивления, однако сказал ровным голосом: «Вы думаете, что я поверю, что вы пришли сюда с добрыми намерениями?» С этими словами он бросил взгляд в сторону дворца. Вокруг кружили штормовые ветра и черные торнадо, но среди воющего ветра можно было услышать легкие раскаты грома. Сквозь желтые ветры то и дело прорывались золотые вспышки. Казалось, что формация 9 измерений подавления демона была столь же грозной, как и следовало ожидать. Даже под неослабевающим нападением флага черного ветра ей все еще удавалось сдерживать противника. Также было неизвестно, участвовал ли в битве Кипригель 8 духов. Но когда он увидел, что женщина в черном смотрит не в их сторону, он почувствовал себя немного спокойнее и переключил свое внимание на двоих культиваторов перед собой. Уже предвидя его враждебность, святая бесконечного неба установила звукоизолирующий барьер и спокойно заявила: «Не нужно быть таким. Мы прибыли сюда не для того, чтобы искать неприятности, а для того, чтобы обсудить план выживания». «И что за план?» Сердце Хань Ли дрогнуло, но лицо не выдавало эмоций. «Зачем задавать вопрос, ответ на который вы уже знаете? Этот флаг не тот, с которым мы можем бороться, даже если объединимся. Не лучше ли нам сбежать, пока они заняты?» Поскольку времени было мало, Линь Инпин перешла сразу к делу. Хань Ли прищурился: «Значит, вы не собираетесь приобретать это божественное духовное сокровище?» «Вы, должно быть, шутите», — сказал великий бессмертный Сюй. «Какова ценность сокровища, если нет возможности использовать его?» Священный предок высшего демона был пойман в ловушку в пагоде в течение бесчисленных лет, и он, должно быть, очень ослаблен после плена. Наши зарождающиеся души станут идеальным лакомством для него. Он убьет нас и глазом не моргнув. Тогда что вы предлагаете?» Хань Ли уже мог догадаться, что они собираются сказать. Великий бессмертный Сюй сказал прямо: «Если мы объединимся и устроим засаду на высшему демону, что охраняет транспортную формацию, тогда мы сможем сбежать». «Только мы втроем», — хмыкнул Хань Ли. «Вы знаете, насколько страшен этот двуглавый высший демон?» Линь Инпин удивленно улыбнулась и спросила: «Неужели нас троих не хватит, чтобы победить демона?» Погладив веер в своей руке, Хань Ли медленно произнес: «В прошлом 3 великих культиватора и еще дюжина культиваторов зарождающейся души преследовали его, и ему все же удалось сбежать. Услышав это, вы все так же уверены в своей победе. Этот высший демон сбежал с вашего небесного южного региона», — с тревогой сказал великий бессмертный Сюй. «Верно». Великий бессмертный Сюй и Линь Инпин переглянулись между собой. В их взгляде мелькали сомнения. «Тогда мы присоединимся. Этого должно быть достаточно, чтобы отбросить этого демона назад». Внезапно раздался холодный голос. Затем из желтых ветров загорелись 2 вспышки: серебрянокрылый ночной демон и львиный ястреб. Духовный свет 2 демонов создал вокруг них световой барьер, который полностью защищал их от зловещих ветров. Их способности к ветряному перемещению также позволяли им плавно передвигаться в буре, как рыба в воде. «Значит, это ты. Ты тоже хочешь присоединиться?»
Увидев их, Хань Ли заговорил спокойным тоном. Ночной демон прямо сказал: «Разумеет. Возможно, мы не из одной расы, но вряд ли священного предка высшего демона будет это волновать. Случится катастрофическим, если мы не сбежим. Хорошо, с вашей помощью мы должны быть в безопасности. Не будем терять время. Кто знает, сколько времени мы сможем выиграть с помощью формации 9 реальностей подавления демона и Кипригеля 8 духов». Великий бессмертный Сюй повернул голову и с серьезным выражением на лице взглянул на Хань Ли. Два демона сделали то же самое. Было ясно, что их союз будет успешным только с согласия Хань Ли. Он молча прикусил губу, размышляя, и в конце концов кивнул. Затем два демона воспользовались возможностью и приземлились рядом. Придя к решению, Хань Ли больше не колебался и тут же сделал жест заклинания. Затем пластина души Гуйлин задрожала и засверкала слабым светом. Через короткое мгновение ярко-желтый свет вспыхнул рядом с ним, и Гуйлин появилась из-под земли. Глава 1045. Засада. Когда Гуйлин появилась, она не была удивлена, увидев, что люди и демоны собрались вместе, но, взглянув на Хань Ли, ее губы дрогнули, передавая ему голосовую передачу. На изначально спокойном лице Хань Ли появилось удивление. Увидев изменения на лице Хань Ли, Лин Импин спросила: «Неужели госпожа Гуй что-то обнаружила?» «Ничего такого», — спокойным тоном сказал Хань Ли, «просто у двух даосисток из секты бессмертной формы были те же мысли, что и у меня. Они хотели найти выход снизу». «А вот как?» — сказала Лин Импин с загадочной улыбкой. Было ясно, что она не поверила ему, но, похоже, ему было все равно. Хотя другие тоже с подозрением относились к нему, они расставили приоритеты в этом дрянном союзе и не отбросили это дело в сторону. Затем они начали обсуждать свой план действий. Поскольку у всех был богатый боевой опыт, обсуждение было коротким, поэтому они быстро приняли меры. Их тела засветились светом, и они исчезли из поля зрения. Хань Ли кивнул на Гуйлин, и она снова зарылась в землю. По его команде серебряная луна вернулась в его рукав в виде маленькой лисы. Хань Ли посмотрел на черную транспортную формацию и, погладив себя по подбородку, похлопал по сумке для хранения. Во вспышке серебряного света перед ним появился силуэт, человекоподобная марионетка. Затем он махнул рукой в ее направлении. В то же мгновение ее тело окутал серебряный свет, а затем стал гораздо тусклее, превратившись в едва заметный желтый цвет. После этого глаза марионетки ярко сверкнули пурпурным светом, и она тут же словно растворилась в воздухе. Эта битва будет не на жизнь, а на смерть, поэтому Хань Ли не жалел сил на подготовку к ней. С марионеткой под боком он чувствовал бы себя более непринужденно. Учитывая превосходную технику сокрытия марионетки, высший демон, вероятно, не обнаружит ее, пока не станет слишком поздно. Но с другой стороны, женщина в черном была демоном, с чьими способностями он еще не был знаком. Крепко сжав веер 3 огней в руке, он сделал жест заклинания другой и активировал грозовые крылья за спиной. Вскоре после этого он исчез во вспышке серебряного света. По другую сторону периметра у транспортной формации парила фигура, покрытая барьером серого света. Это был двуглавый высший демон, сложив 2 лишние пары рук за спиной. Одна из его голов пристально смотрела в сторону дворца, другая бдительно оглядывалась по сторонам. Во 4 руках его была пара фиолетовых колец, синяя алебарда и алый блок. Хотя ужасающие ветры флага черного ветра не ослабевали, казалось, на демона они не сильно влияли. Внезапно в глазах головы, смотревшей на дворец, мелькнул странный взгляд. Луч золотого света внезапно вспыхнул из центра и с огромной силой разрубил часть плотного тумана. Свист ветра внезапно прекратился. Увидев это, высший демон поднял бровь и почувствовал странное колебание. Он хотел было предложить свою поддержку, но не знал, стоит ли это делать. Однако вскоре он почувствовал себя комфортно. Удивительный золотой свет, вспыхнувший вдалеке, был сметен диким торнадо, протянувшимся на 30 метров. На мгновение он стал похож на черного дракона, который исказил близлежащее пространство, словно он силой воли мог исказить весь мир. Высший демон вздохнул с облегчением при виде этого, а другая его голова широко открыла глаза и взмахнула рукой вперед. Красная полоска света рассекла воздух и превратилась в блок шириной 10 метров, который яростно обрушился на него. Но прежде чем он приземлился, на его поверхности вспыхнуло алое пламя, и несколько злобных огненных змей прыгнули вперед, обнажив клыки. Внезапно послышалось холодное фырканье: «Стоит быть бдительнее». Из сильного ветра появились 2 силуэта. Один силуэтов взмахнул рукой, и оттуда появилась голубая полоса, которая превратилась в 3-метровый нефритовый зонд. Раздались взрывы.
Ледяной туман, покрывающий поверхность зонта, заблокировал огненный блок. Синий свет и алое пламя какое-то время боролись между собой. Хотя огненные змеи были злобными и сильными, перед ледяным элементом зонта они все же оказались беспомощны. Этими двумя силуэтами были великий бессмертный Сюй и Лин Инпин. Они холодно уставились на высшего демона, неподвижно паря в воздухе. Две головы демона сместились и стали одновременно наблюдать за двумя внизу. «Я узнаю вас. Вы культиваторы с парящих небесных равнин. Жаль, что вас на родной земле не похоронят». Одна из голов заговорила оглушительным голосом и ухмыльнулась. Великий бессмертный Сюй молча хлопнул по сумке для хранения. Птичий крик раздался эхом, из сумки для хранения вырвался радужный павлин во вспышке яркого света. Появившись, он сразу же расправил перья. Его присутствие произвело удивительное зрелище. Радужный свет струился от его тела, сдерживая мощные ветры вокруг него. «Духовный павлин!» — крикнул высший демон. «У вас на самом деле есть такая древняя птица. Но его навыки слишком поверхностны. Если бы он был старше, я бы на самом деле испугался его». «Вот как? Может, тогда проверишь на себе мощь его радужного света». Великий бессмертный Сюй свистнул, и павлин поднял голову, а затем расправил крылья. Вокруг его тела вспыхнуло яркое сияние. Высший демон холодно фыркнул. Сложив вместе две руки с фиолетовыми кольцами, он выпустил оглушительный гул, который ошеломил духовное чутье присутствующих. Вскоре после этого два кольца вырвались и размылись, создавая в воздухе собственные копии и наполняя окружающий воздух напряжением. Затем демон сделал жест заклинания и покрыл свое тело черной дьявольской ци, словно готовясь к атаке. В ответ великий бессмертный Сюй и святая бесконечного неба Лин Инпин вызвали свои магические сокровища и подняли руки. По взмаху их рук высвободился шар лазурного света и расшитый серебряный шарф, который тут же выпустил бесчисленное количество серебряных нитей. В тот же момент из ветра появился пурпурный и лазурный туман, бесшумно поднявшись над высшим демоном. В тумане, казалось, никого не было, демонстрируя наглядное представление о превосходных техниках сокрытия. Иллюзия фиолетовых кулиц и свет радуги столкнулись, создав ослепительное сияние в воздухе. В то же мгновение из дьявольской ци сгустилось несколько питонов, которые тут же начали контратаку. Тем временем из лазурного и пурпурного тумана внезапно вспыхнул ослепительный свет, и два силуэта спрыгнули вниз, оказавшись прямо над демоном с двумя острыми когтями и облаком серых нитей. Почти в то же мгновение магические сокровища, которые выпустили великий бессмертный Сюй и Лин Инпин, оказались перед высшим демоном. Время атаки было согласовано с невероятной точностью. Такая засада стала шоком для высшего демона, но вскоре он пришел в себя и мысленно велел одному из черных питонов, сконденсированных из дьявольской ци, обвиться вокруг него. Затем он поднял обе головы и взглянул на приближающуюся атаку культиваторов бесконечного неба. Внезапно вокруг него вспыхнула полоска черного света, напоминающая темное пламя. Но в тот момент, пока его внимание было сосредоточено на атаках, золотой свет вспыхнул сбоку от транспортной формации. Загремел гром, когда из-под земли вырывался огромный меч. На такой высокой скорости высший демон смог чувствовать только огромный меч, только когда тот предстал перед ним. На поверхности меча мгновенно появилось фиолетовое пламя и золотые молнии. «Это ты?» Высший демон сразу же узнал меч, но из-за властной скорости меча и других атак у него не было другого выбора, кроме как встретить атаки лицом к лицу. Он поспешно взмахнул 4 руками, разрывая само пространство, и выпустил сеть кристаллических полос в направлении оружия. Конечно, к этому моменту он не смог по-настоящему заблокировать удар. С огромной легкостью огромный меч разорвал полоски в одно мгновение. В тот самый момент вокруг демона появился слой черной дьявольской ци. Раздалась серия взрывов, и перед телом высшего демона вспыхнул огромный шар ослепительно яркого света. На поверхности земли вдруг вспыхнула серебряная молния, вслед за которой появился Ханли. Он поднял голову взглянуть вверх и нахмурился. Несмотря на то, что атака огромного меча прошла успешно, меч на самом деле даже не ранил демона, словно он промахнулся. Пока Ханли был сбит с толку этим, внутри ослепительного светового шара в воздухе что-то зашевелилось. В порыве пронизывающего ветра черная фигура метнулась в сторону Ханли, мгновенно появившись перед ним. «Сдохни!» Раздался громоподобный рев, и огромный клинок обрушился на него с молниеносной скоростью. Хотя Ханли был встревожен, его грозовые крылья были наготове. Он исчез без следа, и черная сабля не попала в цель. Раздалось приглушенное эхо, и в земле появилась трещина метров в глубину. В 60 метрах от того места грянул гром, и там снова появился Ханли, уставившись на то место, где он первоначально стоял.
На него только что напал высший демон. Но в этот момент он явно выглядел не лучшим образом. Вместо одной руки была отрубленная культя, а на плече была дыра размером с кулак. Кроме того, на его теле было несколько ран от толстых следов когтей в области живота, словно кто-то пытался выпотрошить его. Благодаря их объединенной атаке демон был не способен заблокировать все атаки и пострадал. Видя, что Хань Ли сбежал от него, в его глазах появился злобный блеск, и он яростно уставился на Хань Ли. Во вспышке света он раздвинул руки, и его огромная сабля разорвалась надвое, выпустив меньшие светящиеся лезвия, которые издавали пронзительный звук, напоминавший свист.